На примере этой модели я хочу показать, как я подбираю цвет пигмента для татуажа губ. Эта модель похожа по цветотипу на мою клиентку, которая недавно была у меня на процедуре татуажа губ. У нее тоже светлая кожа, светлые русые волосы, серо-зеленые глаза и губы холодного оттенка. Она пришла вот с такой помадой от компании Max Factor. Это оттенок 015. И попросила точно такой же цвет повторить в перманентном макияже губ. Чтобы визуализировать эффект, который она ждет, я попросила ее накрасить губы. И сейчас я покажу, как это примерно выглядело. Помада очень плотная, кстати, мне очень понравилась. Я себе купила такую другого цвета. Она высыхает на губах и совсем не пачкается под шарфом или маской. Но губы при этом не сухие, то есть нет ощущения сухости. Идеально накрасить не получилось, тут немного промахнулась, но все-таки попробую подтереть, чтобы на картинке было красиво. Я считаю, что цвет девушки подходит. Результат мне очень понравился. Я сказала клиентке, что помада имеет плотную текстуру, и в перманентном макияже такого эффекта достичь непросто. И не всегда нужно стремиться к этому. Что я предлагаю делать лишь оттенок этого цвета, то есть цвет мы можем подобрать такой же, но я его разбавлю, и в коже это будет оттенок, а не плотный насыщенный цвет. Для первого этапа подбора цвета я использую следующий прием. У меня в кабинете есть вот такие капсулы с образцами цветов, которые я показываю своим клиенткам для того, чтобы посмотреть их реакцию на цвет. Я показываю эти капсулы, и, как правило, клиентки выражают мнение, показывают цвета, которые нравятся или не нравятся. И для этой девушки я также начала подбор со стандартного варианта. Обычно я беру за базу цвет папайя или роуз сатин и начинаю подмешивать туда дополнительные оттенки из тех, которые клиентка показала как приемлемые. Из вариантов, которые мы попробовали, ей хорошо подошел, на мой взгляд, вариант папайя и hot pink. Но любые цвета и даже оттенки цветов более цветные, чем ее помада, вызывали у нее негативную реакцию, что цвет слишком розовый или слишком красный, что она выглядит как кукла, и это неестественно и не подходит. Стало понятно, что ей подойдет только тот цвет, с которым она пришла, и никак иначе. И теперь я хочу показать, как у меня происходит подбор цвета для клиенток. И с таким подходом я не делаю подбор на глазок и не ошибаюсь. Это очень точный подход. Я использую вот такую палитру. Купила я ее на AliExpress. Поскольку девушке не подошли никакие цвета из предложенных, позитивно она отреагировала только на Ruby Red. Я взяла за базу цвет, близкий к цвету кожи, с неприятным названием Flash to Death. Это сильно обесцвеченный пигмент, в нем мало цвета. Также мне придется использовать коричневый оттенок, так как цвет ее помады очень приглушенный. Он так и называется «Земля» Earth. И для того, чтобы пробовать цвет на губах, я использую вот такой блендинг от Gucci. Это может быть любой глицериновый разбавитель. С его помощью я снимаю насыщенность и плотность с
цвета и показываю, как он будет выглядеть в разбавленном виде на губах, как тинт. Теперь я хочу рассказать, почему я не боюсь использовать выбранные пигменты. В них нет ничего опасного. Все цвета, которые я оставила для работы, я разобрала по составам. Каждым цветом можно работать на лице, в них нет ничего плохого. Бежевый цвет состоит из следующих компонентов. Вот карточка с составом пигмента, и тут нет зеленого или синего или фиолетового цвета. Получается, как бы он не обесцвечивался, ничего опасного тут нету. Следующий цвет Sable. Я им много работаю и делала для этого цвета тест на светостойкость. Он стабильный и устойчивый. Это красно-коричневый цвет, и за красный тут отвечает минеральный колорант, оксид железа. Он очень стабилен. Этим цветом можно работать и на губах, добавляя в миксы, и на бровях. Следующий цвет Ruby Red, в него входит красный колорант и маджента. Маджента цвет очень стабильный также, и еще он очень легкий, как тинт. Из него, в принципе, плотный цвет получить очень сложно. Таким образом, зная, из чего состоят мои пигменты, я спокойно выбираю эти цвета для работы без страха. Следующим этапом я хочу показать, как проходит подбор цвета для перманентного макияжа губ. Я стираю помаду, которую клиентка накрасила, и буду тестировать цвет на чистых губах. Я беру на палитру блендинг, разбавитель. И капаю цвета, из которых, как я предполагаю, может состоять цвет, который клиентка заказала. У меня на руке есть тест цвета, и дальше я буду ориентироваться на реакцию клиентки. Беру немного разбавителя. Поскольку она негативно реагирует на любой цветной цвет, начну с бежевого. И потихоньку буду в него подмешивать оттенки. Вот я смешала первый вариант и проверяю на своей руке на схожесть. В целом цвет похож, и я наношу клиентке этот цвет на губы. Еще его разбавлю, чтобы цвет не был плотным, потому что плотный татуаж я ей делать не планирую. Сниму лишнее. Я делаю его полупрозрачным. Хочу сделать имитацию, как цвет будет выглядеть в перманентном макияже. Чтобы просвечивал свой цвет губ.
Таким образом, я подбираю цвет до тех пор, пока клиентка не скажет, что он ей полностью подходит и ее устроит такой результат. Когда я наношу этот цвет, я понимаю, насколько цвет должен быть уложен плотно или не плотно, и мы это обсуждаем и не приступаем к работе, пока мы полностью не поймем друг друга. Теперь, когда у меня цвет подобран, я беру колпачок для работы, чтобы сделать микс для татуажа. Пока я подбирала цвет, я поняла, что там много бежевого и совсем немного сейбл и руби ред. Я начинаю смешивать цвет, пробую у себя на руке и сравниваю с помадой, пока цвет не станет идентичным. Если у меня возникнут какие-то сомнения, я цвет покажу клиентке, и мы с ней еще раз обсудим нюансы. Дальше я хочу показать, как сохранить этот цвет для дальнейшей работы. Мне этот цвет понравился, он необычный. Но такие запросы бывают. И поскольку такие запросы редки, уходит много времени, чтобы осмыслить и подобрать такой цвет во время работы. Я покажу, как сделать капсулу с образцом цвета, чтобы с ней можно было работать в дальнейшем с другими клиентами. А это сильно помогает в работе. Я беру капсулу с цветом и подношу к лицу, и уже этого достаточно, когда она видит свои губы рядом с цветом, клиентка сразу практически говорит, что этот цвет подходит или наоборот не подходит. И мне не нужно наносить ей на лицо каждый цвет, а я просто показываю ей цвета, она смотрит на них отстраненно от своего лица, и потом я начинаю подносить цвета к губам. Нету женщин, которые бы никак не отреагировали. Всегда есть мнение, что это точно нет, это ничего, этот получше, а давайте попробуем смешаем. И когда речь идет о попробуем смешаем, мы начинаем подбор на палитре. Теперь я перейду к созданию капсулы с образцом цвета. Я подготовила капсулу, внутри дистиллированная вода. Миксер для смешивания пигмента и маркер, которым я подпишу формулу цвета. Я сейчас по каплям буду отмерять пигмент в колпачок и буду считать. У меня 11 капель бежевого цвета. Я добавлю 2 капли сейбл. И 1 каплю руби ред. Конечно же, перед работой все пигменты надо очень хорошо взболтать и перемешать. И перемешаю цвет миксером. Теперь я смотрю, насколько этот цвет совпадает с образцом. На работе я использую силиконовые колпачки, и краска так не разбрызгивается. Пробую цвет на руке. Вижу, что цвет слишком коричневый. Было 11 капель бежевого, добавлю еще 2. И прям пол капли руби реда. Проверяю цвет, он уже больше похож. Сравню с цветом помады. На свой взгляд я бы еще добавила руби ред, а то он слишком коричневый. Проверяю. Вот этот цвет мне нравится больше. Теперь я сделаю капсулу с образцом и сравню, насколько цвет совпадет. Для этого я возьму чистую кисточку и растворю буквально 2 капли в воде.
Цвет вообще-то получился светлее. Поэтому я сейчас поменяю капсулу и доведу цвет до идентичного цвету помады. Второй раз тоже есть что улучшить, и я еще раз поменяю капсулу. Цвет очень похож, и он очень красивый. Я уже оставлю его в капсуле как есть. Я посчитала пропорцию и осталось записать формулу для будущего использования. Flash to Death 13 капель. Sable 2,5. Ruby Red 2. Теперь у меня есть капсула с новым цветом, который не похож на другие в моей коллекции, но цвет очень красивый, и я могу им пользоваться. И у меня есть формула, по которой я могу его смешать. И я могу его показывать клиенткам для подбора. Самое неприятное в этом цвете, что тут много черного и белого. Чтобы это не стало проблемой в будущем, я разбавила этот цвет для работы примерно на четверть. И с клиенткой обсудила, что цвет не будет плотным, как помада, а лишь оттенок цвета. Вот те самые губы после нанесения перманентного макияжа.